Познаем Китай, об экономике, бизнесе и не только. Сегодня мы поговорим о 5 крупнейших ритейлерах, которые контролируют более 50% мировой розницы. Но войдя в Китай, они не смогли закрепиться в Поднебесной. Разберем причины, ошибки, которые те совершили на местном рынке. В глобальной сети розничной торговли есть 5 гигантов. Walmart, сеть супермаркетов из США. Далее сеть магазинов бытовой техники Best Buy, также из США. Tesco, Великобритания, Carrefour из Франции, Metro, AG в Германии. Эти 5 компаний утвердили за собой более половины глобальной розничной сети. Но интересно то, что в Китае большая пятерка погрязла в так называемом болоте. 4 из них на сегодняшний день ушли с китайского рынка. Перед лицом крупнейшего в мире рынка потребительских товаров никто не захотел упустить своего шанса. Эти гигантские компании вошли на китайский рынок совершенно не поздно. Почему им не удалось достичь успеха в Китае? Carrefour и Metro открыли свои первые магазины в 1995 году. Walmart также открыл свою первую торговую площадь Walmart и Sam's Club в Шэньчжэне в 1996 году. Однако в ближайшие 10 лет их китайский бизнес год за годом терпел убытки, что усложняло им жизнь. В 2019 году Carrefour продал 80% акций китайских компаний корпорации Suning по цене 4,8 миллиарда юаней и полностью вышел из управления. Metro также продал 80% своих акций компании Beijing Wumei за 1,5 миллиарда евро в марте этого года. Tesco упаковала и продала весь свой китайский бизнес China Resource Group, полностью покинув рынок. Наихудшим примером большой пятерки является Best Buy. Эта компания является крупнейшим в мире гигантом розничной сети по продажам бытовой техники. Они первые ввели модель крупных сетевых магазинов, специализирующихся по продажам бытовой техники. Модель Go торговых центров, которая успешна в Китае, полностью заимствована из модели Best Buy. Best Buy вошел в Китай в 2006 году. Сначала он приобрел местного дилера сети Wuxin Electric, используя Wuxin в качестве основного канала для развития китайского бизнеса. Но в следующие несколько лет Best Buy подвергся сильнейшей конкуренции со стороны Go, Suning и Wanda Plaza на наземном или так называемом офлайновском формате, а также сильной конкуренции каналов сбыта, как электронная коммерция, онлайновский формат, таких порталов как Tmall и JD.com. Те, в свою очередь, отлично процветают на этом рынке. В 2011 году, через 5 лет после входа в Китай, Best Buy склонил голову и признал проигрыш. Он закрыл все 9 магазинов и штаб-квартиру в Шанхае, объявив о полном прощании с рынком Китая. По сравнению с Carrefour, Metro и Tesco, Best Buy, 4 основными игроками, крупнейший сетевой гигант Walmart также не смог добиться хорошего показателя в Китае. На протяжении более 20 лет, с 1996 года по сегодняшний день, он стал хорошо известен на местном рынке, но из-за маргинализации внутри компании он не участвовал в каких-либо нововведениях на китайском рынке. Его бизнес в Китае никогда не превышал 3% мирового бизнеса. Так почему же 5 гигантов, которые захватывали города в разных странах мира, потерпели коллективное поражение в Китае? Давайте кратко проанализируем ситуацию. По моему мнению, есть следующие причины. Первая причина заключается в том, что когда большая пятерка вошла в Китай, большинство из них зашло в крупные и средние города, а их руководители и сотрудники стоили в несколько раз дороже, чем у китайских конкурентов. Вторая причина состоит в том, что эти 5 гигантов придерживаются строгому контролю со стороны головных офисов компаний за рубежом. По сравнению с гибким продвижением китайских компаний розничной сети, которые делают скидки, проводят акции практически каждый день. Эти международные компании практически каждый день подвергались ударам из-за своей неповоротливости. Почти все войны розничных компаний в Китае происходили как раз таки между внутренними брендами, внутренними сетями. Эти международные гиганты всегда
действовали как сторонние наблюдатели, и можно сказать, что жесткой конкуренции никогда не было. Третья причина заключается в том, что в последнее десятилетие бурного развития интернет-компаний в Китае билась причиной падения спроса в розничных сетях. Китай стал самым радикальным рынком для глобальных изменений в электронной коммерции. Китайские руководители 5 гигантов почти не имеют полномочий в стратегических инновациях. Таким образом, на волне электронной коммерции все они превратились в выбракованных крупных деятелей. 4 из 5 мировых гигантов покинули Китай, а оставшаяся часть Walmart дышит на последнем издыхании. Тем не менее, Walmart также получил неожиданный прирост. За последние несколько лет он дважды инвестировал в покупку акций JD.com и в настоящее время является третьим по величине акционером JD после Tencent и Лючандуна. Таким образом, прибыль Walmart в Китае – это не прибыль, которую он получил от продаж товаров, а прибыль, которую он получил от инвестиций. Эта сцена кажется с одной стороны смешной, а с другой стороны плачевной. Уважаемые слушатели, у вас есть опыт покупок в этих 5 гигантских сетевых магазинах. Как вы думаете, какой самый большой разрыв с китайскими сетевыми розничными магазинами? Давайте обсудим этот вопрос в комментариях. Для тех, кто хочет разобраться в Китае, как зарабатывать здесь, как продавать здесь или как покупать, как найти работу, поступить в университет, кто хочет связать свою судьбу с Китаем, рекомендуем вступить в наш закрытый бизнес-клуб. Ссылка под этим видео. Для тех, кто хочет выучить язык, предлагаем системное изучение китайского языка с носителем по окончании годового курса получения сертификата HSK уровня 4. Записаться на пробные занятия переходите по ссылке под этим видео.